Слава Украине, привет всем от Полонского. Гойда, друзья мои, без гойды никуда. Что такое гойда и чем она отличается от бавовны? Тем, кто еще, как говорится, не знает, на канале недавно рассказываю. Бавовна — это когда наши замечательные дроны или там видоизмененные жучки-паучки из биолабораторий, которые находятся где-то там на больших просторах вокруг Киева, да, знаете, там поля такие, поля, леса, буйраки, вот где-то в буйраках злобные биолаборатории. Да, и там, значит, производят этих самых жучков, паучков, которые потом летят на Россию и делают бавовну на электростанциях и прочей лабуде. Да, так это когда мы делаем, это бавовна в чистом, как говорится, сердце, в чистом виде, такая незапятнанная, с хорошей репутацией, да. А есть еще гойда. Гойда — это несколько другая ситуация. Это когда нас там нет. Нет у нас там. А оно взорвалось. Да, вот так вот, чтобы понятно было. Да, но у нас там не было. Мы тут ни при чем. Но гори, ясно. Да. И вот эта гойда произошла в Оренбурге. Значит, Сакмарская ТЭЦ неожиданно взяла и бабахнула. Взорвалась. Да. Взорвалась, после чего в городе частично пропал свет. Вы спросите, это что ж такое, это где Оренбург? 1200 скрепных километров, один скрепнее другого. Вы же посмотрите, вокруг как не скрепозавры живут, так скрепопитеки, как говорится, со всех сторон сплошная скрепность, да? И кто же там мог это такое сделать? Сразу скажу, наши дроны туда не летали, нас там нет. Мы же свято чтим, да, там, что там Трамп объявил, что мы не бьем теперь по источникам получения электроэнергии и по перекачке вашего дизельного топлива. Не бьем, да. Это не мы. Но что произошло? В каждом российском городе действует подполье. В каждом, да. Дело в том, что далеко не все россияне сошли с ума, свихнулись и стали поддерживать Путина. Есть там и люди, у которых, скажем так, ну, остались честь и совесть. Вот, это не касается ваших офицеров, нет, там сплошное дерьмо. Вот. И у этих людей, как говорится, у них прямо зуд от того, что вот эта вот незаконная банда наркоманов и нацистов сидит в Кремле и управляет путинская банда Россией, да, их это от этого их коробит, и они каждый на своем посту, каждый на своем рабочем месте, где он может достичь, так сказать, максимального результата, наносит вот этой путинской банде ущерб. Ну, как может, так и наносит. Чем может, так и делает. Да, так вот, что рассказывают избиратели Путина из Оренбурга. Что, значит, сначала пошли слухи, что просто взорвалось само по себе. Не взорвалось, а просто был пожар. Был хлопок, ну, как они говорят, да, хлопок, бавовна. Угу. Да, был хлопок, а потом пожар. На самом деле, как объяснили избирателям Путина там, все было не так просто. Оказывается, там был подготовленный взрыв, который прозвучал в 5 утра 13 апреля. Ну, то есть вчера, это вчера было, да. После чего оно долбануло так, что там загорелось. Как это все выглядело? Внизу в описании данному ролику есть, конечно же, ссылочка на оригинал этого, так говорится, действа. Действительно, гори ясно, было очень красиво. Все это дело сгорело к чертовой матери. Ну, сейчас они там какое-то там задействовали резервное питание, еще что-то задействовали. Но ущерб был нанесен, да. И вот эти подпольщики, партизаны, антифашисты. Видите, когда была гитлеровская оккупация, работало подполье, да, антифашистское подполье работало во всех странах. И сейчас путлеровская оккупация, и вот работает антифашистское подполье, в том числе и на России, даже на России работает подполье. Да, потому что это настоящие внуки тех дедов, которые действительно воевали. Они вертухаями там стояли, черти где, и охраняли других. Вот, так что вот они не могут выжить, не могут пережить того, что происходит у них дома, и вот они наносят ущерб незаконному путинскому режиму. Вот Сакмарская ТЭЦ, как говорится, и перепала. А у нас там нет, мы ни при чем, поэтому войда.